Итак, оформляем дальше мордочку. Значит, те, кто глазки будет сажать на клей, пока их не приклеивайте. Расположите их, напоминаю, между 14 и 15 рядом. Начинаем отсчет сначала, да, откуда у нас вязание шло. Вот, между 14 и 15 рядом и расстояние между глазками 8-9 столбиков. Вот. А там, смотрите, если для вас это не так красиво, размещайте глазки, расстояние уже смотрите для своего усмотрения. Теперь маркером мы находим место, где у нас будут утяжки. Значит, это примерно вот у нас глазки, получается, ряд верхний, да, откуда начинается глаз, высота глаза. И я отсчитываю раз, два, вот во второй ряд, то есть получается ниже чуть серединки будет верхний маркер. И в следующий столбик второй маркер вставляем. Также аналогично и возле другого глаза. Вы глазки, которые будете сажать на клей, просто прикладываете, находите место утяжки. Вот, и пока глазки в сторонку будем утягивать сначала. Дальше мы находим место примерно. Ну, отсчитаю я от своих глаз, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряд. Где-то, может даже 6, 7 сильно низко. Это у нас будет имитация такая вот ротика немножечко, который у нас туда вдавится, да, когда будем вытягивать. Так вот, 2 маркера вставляйте между столбик, ну, столбик между ними будет. 1 посередине где-то так примерно. Вот. Берем иголочку с ниткой, беру я цвета головы, и 2 сложения будет. Теперь ввожу я иголочку снизу вверх, вывожу я в первый маркер снизу, который иголочку вывожу я. Ближе старайтесь к глазу, ну даже если у вас там пока нет глазика, если наклею глаз, можете чуть-чуть туда как бы в стороночку, чтобы не прямо с краю глазика у вас вышла иголочка, а чуть-чуть вовнутрь можно. Вот. Выводим. Оставляем кончик. Так вот. Дальше вводим верхний маркер. И когда будем выводить следующий, вот сюда верхний, который, захватываем иголочкой синтепон там или холофайбер, что у вас внутри. Захватываем и только тогда выводим. Вот, чтобы носик у нас, когда вот тянется, он был, ну, не пустой, чтобы не пряжа стянулась, а именно с холофайбером. Вот. Дальше вводим следующую маркер и выходим вниз. Тоже захватывайте холофайбер. Вывели вниз во вторую иголочку. Все, теперь мы потихонечку, легонечко делаем утяжку. При этом вдавливаем немножко, где у нас будет ротик. Чуть-чуть. Да. Вдавили. Делаем узелочек. Сильно вытягивать не надо. Нам надо для того, чтобы наши глазки не торчали, а немножечко как бы туда впавшие были. И, соответственно, немножечко будет у нас выделяться как бы ротик. Вот. Делаем узелок и спрячем там ниточки. Все, на этом утяжка у нас закончена. Ниточки спрячем. Дальше будем делать носик. Итак, для носика я отметила такой треугольничек. Прям под глазиком, да, отступила где-то 2 столбика с одной и с другой стороны. Между иголочками у меня 3 столбика. И на 1-2 ряда вниз посередине ставила 3-й маркер. Теперь
Будем, значит, вышивать как? Вводим иголочку откуда-нибудь здесь. Только так, чтобы попасть не в столбик, а между столбиками. Выводим вот сюда. Сначала мы сделаем вроде окантовочки, потом будем вышивать. Тоже где-то так два сложения, чтобы меньше манипуляций сделать, чтобы быстрее вышить носик. Значит, теперь вводим сюда, выводим вниз. Так, запуталась немножко. Носик у нас будет, будем стараться его внизу более округлить, да, а вверху ровненький. Выходит голова, вверх вываливается. Так, сюда. Вот примерно так. И будем эту серединочку вышивать. Глазки тоже играют очень немаловажную роль, размер глаз, поэтому лицо у кошки будет от этого меняться. Чуть поменьше, если бы были бы глазки у меня, я думаю, было бы в самый раз, но у меня чисто черных нету, поменьше, поэтому я такими вот большими глазками сделала. Вот такой вот где-то носик получается. Но, наверное, я немножечко его расширю. Какой-то совсем уж маленький. Вот так вот. Чуть-чуть пошире сделаю. Вот и последний штрих, наверное, будет у меня вот так вот сверху. Дальше. Вывожу я, это последний уже я сделала, да, вывожу я там, где у меня ротик сформирован, посерединке носика, чтобы иголочка вышла. Вот, и делаем такую бороздочку и выходим сюда, откуда и ввели иголку. Так. Вот примерно такой носик получился у нас. Здесь мы делаем узелок и прячем ниточку. Сделаю узелочек и спрячу. Дальше пришиваем ушки. Намечаем, значит, им место.
Вот у нас центр. Вот от центра отсчитываем 3-4 ряда. 1, 2, 3, 4. И прикладываем посередине головы. У нас будет ухо на расстоянии 3-4 ряда. Немножечко вот так вот ушко как бы вовнутрь складываем чуть-чуть. Ну, как-то так. Ушко одно. И аналогично этому. 1, 2, 3, 4. Симметрично глазком. Все внимательно смотрим, чтобы все аккуратненько получилось. Фиксируем второе ухо. Там уже потихоньку сечу, будем поправлять. Вот. И пришиваем. Значит, пришиваем ушко. Будем пришивать за... У нас тут есть 2 стеночки, да, петли. Законченный ряд, который у нас. Вот за этот крайний ряд беремся за обе стеночки. Будем браться, наверное, мы снизу вверх. Так будет удобнее. И пришиваем. Вот таким вот образом. Стараемся каждую петелечку захватывать. Если не получится, то можно через ряд. Вернее, через столбик. Один столбик пришили. Затем следующий. Так вот мы пройдемся здесь. Потом пройдемся здесь. Немножко ушко мы как бы назад вот так вот, чтобы оно здесь таким вот стало полукруглым чуть-чуть. Вот в таком положении зафиксируем и обошьем вторую половиночку этого уха. А здесь мы немножечко вдавим. Точно так же пришьем и второе ухо. Итак, пришили ушки. Дальше фиксируем наши веки. Берем веко. У нас есть тут лицевая и изнаночная сторона, да? Вот. Изнаночной стороной мы веко ложим наверх. То есть лицевая сторона будет смотреть на глазик. Вот прикладываем его так вот. То есть столбики, вот они, да, у нас получились такие вот дугой. Вот эта дуга у нас ложится на глазик. Вот так вот мы его зафиксируем. Такой вот взгляд у него получается. Да? Вот. Зафиксируем. И тоже пришиваем. Вот так. Этот хвостик тоже мы туда голову спрячем. Вот так вот пришиваем наши веки. Все, у нас головка оформлена получается. Закончили мы пришивать веки. Оформление головы у нас закончено. Теперь нам надо связать платьюшко для кошечки. Для этого мы берем пряжу цветом платья. Итак, набираем 25 воздушных петель. Дальше. Столб, начиная со второй петли от крючка, мы вяжем столбики без накида.
до конца. Провязали. У нас получилось 24 столбика без накида. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем, значит, так, 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. 3 столбика. И прибавка. Так, закончили вязать. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Дальше мы вяжем столбиками с накидом. Делаем накид. И в эту же петлю, откуда у нас выходит 2 воздушные петли, делаем прибавку. Эти 2 воздушные петли у нас не считается. Сделали прибавку. Дальше вяжем 2 столбика с накидом подряд. Затем делаем 7 прибавок подряд. 7 прибавок. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так, проверим. 7. 4, 5, 6, 7. Дальше комбинацию из 2 столбиков с накидом и прибавки мы повторяем 3 раза. Вяжем. 1, 2 столбика, прибавка. Два столбика. Прибавка. Второй раз. И 2 столбика. Прибавка 3 раз. Провязали. Дальше столбик с накидом. Дальше 7 прибавок подряд. Раз. Два. Три. 7. Затем вяжем 2 столбика с накидом. И в последний столбик делаем прибавку. Две воздушные петли. Разворачиваем. Дальше вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше делаем прибавку. Затем вяжем 14 столбиков с накидом. Провязали 14 столбиков с накидом. Дальше у нас идет комбинация из 3 столбиков с накидом и прибавка. Повторяем это 3 раза. 1,
3. Прибавка. Раз. 2. 3. Прибавка. Последний раз. 2. Прибавка. Вяжем столбик 1 с накидом. Дальше. И 14 столбиков с накидом. 14 столбиков с накидом. 14. Следующий столбик у нас идет прибавка. И 3 столбика с накидом. Последний провязываем. Сделали. Вот так. Закончили мы 4-й ряд. В ряду у нас 54 столбика. Проверьте на всякий случай. Дальше делаем воздушную петлю подъема. Дальше мы вяжем столбиками без накида. 5-й ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. И в 13 ряд, начиная с него, считаем 16. Провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вяжем 16 столбиков без накида. Опять делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вяжем оставшихся 7 столбиков. 1, 2, 3, 6, 7 столбиков. Дальше вяжем опять столбиками с накидом. Делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. Значит, в этом ряду у нас вместе с воздушными петлями получилось 44 столбика. Теперь в каждой столбике мы делаем прибавки. И у нас должно получиться 88 столбиков с накидом. Итак, делаем в каждый столбик прибавку. И не забываем про наши воздушные петли. В них тоже в каждую петелечку делаем прибавки. Итак, провязали мы прибавки в каждый столбик. Столбики с накидом. Дальше. Вяжем 88 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли подъема и вяжем в каждый столбик по столбику с накидом. Так вот вяжем до конца. Итак, закончили ряд и соединяем 2 половиночки за верхушку первого столбика. Дальше будем вязать по кругу. Делаем 2 воздушные петли подъема и
8 по 12 ряд вяжем без изменений 88 столбиков с накидом по кругу. Заканчиваем ряд соединительным столбиком, соединяемся за первый столбик, делаем 2 воздушные петли подъема и вяжем дальше столбики с накидом в каждый столбик. И так мы проделываем до 12 ряда. Закончили вязать платьишко, теперь будем делать обвязку. Для этого последний ряд мы делаем соединительный столбик. Так, ниточку отрезаем. И берем, в данном случае я беру белый цвет, буду этим цветом делать обвязочку. Итак, что мы делаем? Набираем 4 воздушные петли. Так, набираем. 1, 2, 3, 4. 2 столбика пропускаем и в третий делаем столбик без накида. 1, 2, 3. Вернее, пропускаем 2. 1, 2. В третий делаем столбик без накида. Опять набираем 4 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, в третий делаем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4 воздушные петли, пропускаем 2, в третий столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваем обвязку. Последние 4 воздушные петли соединяем с первым столбиком. И отрезаем ниточку, затягиваем. Здесь мы будем эту ниточку нашу прятать. Как мы ее прячем? Сначала мы сделаем узелочек. Такой вот. И выведем вот так вот просто в ряд. Так вот сквозь столбики в ряду. Вот. Всю эту ниточку мы спрятали. Дальше белую ниточку нам тоже надо прятать. Здесь немножечко неудобно, потому что у нас прятать особо некуда. Вот. Поэтому мы ее будем воздушные петли. Пропустим воздушные петли. Вот. И я думаю, что с иголочкой вместе. Я думаю, что держаться будет ниточка там. Просто вот так вот, таким образом. Она там плотненько так вроде бы заходит. Просто расправляем, чтобы не нарушать рисунок воздушных петель.
Как-то так мы спрячем нашу белую ниточку. Я думаю, достаточно. Также спрячем и вот этот вот хвостик наш. Он у нас там узелок есть. И также я спрячу в другую сторону, чтобы не в одну сторону две ниточки легли. Все, теперь нам осталось на платьюшке пришить пуговичку и сделать эту петелечку для пуговицы. Но петелька у нас будет состоять из воздушных петель. Сейчас мы к этому придем. Так, пуговичку я пришила. Теперь я буду делать петельку для нее. Значит, нахожу, соответственно, место, чтобы ровненько у меня застегнулась пуговица. Ой. И буду просто набирать воздушные петли, чтобы мне хватило их по размеру. Да. Застегнуть пуговицу, чтобы ни больше, ни меньше. Так, вот, поэтому вот так вот обхватываю и смотрю, сколько мне надо делать петелечек, воздушных петель. Вот, наверное, 2 уже лишние. Вот я думаю, и все. Вот так. И вот здесь вот я здесь привязалась, и получается у нас столбики с накидом, начало и конец столбика. Здесь я соединюсь. Отрежу так, чтобы неудобно было спрятать этот хвостик побольше. Вот эти хвостики я спрячу туда в ряд, вот так вот, чтобы их не было видно. Вот и все. Наша платьюшка готова. Теперь мы сейчас с вами свяжем бантик и потом начнем собирать нашу кошечку. Итак, вяжем бантик. Набираем 3 воздушные петли подъема. Провязываем во вторую петлю от крючка столбик без накида и в последнюю воздушную петлю столбик без накида. Провязали, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем. Провязываем в первую столбик без накида, делаем прибавку в последний столбик во второй. Так. Делаем прибавку во второй столбик. Воздушная петля подъема, поворот. Теперь провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Последний. Обе стеночки подхватываем. Провязали. Сделали воздушную петлю подъема. Разворачиваем. Дальше вяжем 2 столбика без накида.
Делаем прибавку в последний столбик, воздушная петля, поворот. С 5 теперь по 7, 5, 6 и 7 ряд вяжем 4 столбика без накида. Не забывай делать воздушную петлю в конце. 1, 2, 3, 4, воздушная петля, поворот, и еще 2 ряда так. 8 ряд, воздушная петля, поворот, 8 ряд, 2 столбика провязываем без накида, делаем убавку, захватываем таким вот образом 2 петли, воздушная петля, поворот, провязываем 3 столбика без накида получившихся, воздушная петля, поворот, 10 ряд, значит столбик провязали и сделали убавку. Осталось 2 у нас столбика, воздушная петля, поворот, провязали эти 2 столбика, дальше 12 ряд, столбик и прибавка, то есть мы повторяем, увеличиваем вторую половиночку такую, воздушная петля, поворот, провязываем 3 столбика, воздушная петля, поворот, 2 столбика, прибавка, воздушная петля, поворот, и 15, 16, 17 ряд вяжем 4 столбика, которые у нас получились в ряду. 1, 2, это 16 ряд и 17 ряд. Провязали. 18 ряд. Так. 2 столбика и убавка. И убавка. Так. Воздушная петля, поворот. Провязываем 3 столбика без изменения. 19 ряд, воздушная петля, поворот, 20 ряд, столбик, убавка, так, воздушная петля, поворот, и провязываем 2 столбика. Вот такой вот бантик у нас получился. Мы будем его вот так вот складывать, вот эти края к серединке. Так вот, к серединке. Их вместе сшивать. Вот. И можем, чтобы соединить как бы наше платьюшко, да, беленьким цветом серединку обмотать. Вот так вот у нас бантик такой получится. Либо кто хочет беленькую бусинку пришить, можно. Вот я решила просто обмотать белой ниточкой. Хвостик, который я отрезала подлиннее, этим буду я пришивать уже кошечки этим хвостиком. Вот. Ну все, вроде бы мы все детальки связали. Теперь осталось нам собрать всю кошечку. Итак, собираем нашу игрушку. Я фиксирую голову таким образом. Беру спицы, формирую голову так, как она мне должна. Нахожу ей правильное положение. Да?
И втыкаю как бы спицы. Вот они помогают фиксировать голову, чтобы она у меня не крутилась. Можно и третью спицу, чтобы уже наверняка, чтобы не шевелилась. Вот так вот. Вот и все. И в таком положении мы будем голову пришивать. Берем за ножки наших столбиков и пришиваем. За ножки и за две верхушки нашего столбика на теле. И таким образом пришиваем голову. Так, все, голову пришила я. Теперь буду пришивать руки. Руки будем пришивать мы, отступая от головы 2-3 ряда. Ну вот отсчитываем, где у нас голова заканчивается, да? 1, 2, 3. И примерно на таком расстоянии. Получается, оставляем место для шейки, чтобы было, да? И примерно здесь у нас будут располагаться ручки по бокам. Вот таким вот образом. Вот, ну и вторая ручка. То же самое. Также смотрим по бокам ровненько, чтобы... Вот, пришиваем руки. Итак, пришили ручки. Дальше будем пришивать хвостик. Хвостик пришивать будем где-то здесь, где у нас заканчиваются штанишки, скорее всего. И нам надо пришить так, чтобы, когда кошечку вы посадите, она у вас сидела. Да? То есть хвостик помогал ей сидеть. Если, конечно, получится так сделать. Все зависит от набивки нашей. Вот. Поэтому здесь мы ножки старались сильно не набивать, чтобы, когда ее посадим, она могла сидеть. Вот. Если не получается ее посадить, да, то можно хвостик набить синтепоном, чтобы он более поплотнее был, и он как бы будет помогать ей сидеть. Вот таким вот образом. Ну, если вам надо, чтобы кошечка сидела, например. Вот, пришиваем хвостик, находим серединку и пришиваем. Чтобы именно хвостик в таком положении был пришит. Не вот так вот, да, а вот так. Вот и в таком положении он будет помогать кошечке сидеть. Я решила немножко набить хвостик синтепоном. Тут оставила не до конца, как бы набила. И буду пришивать, я посмотрела, как бы где-то здесь буду пришивать его не плашмя вот так вот, как бы, да, а именно вот так вот по кругу. То есть, чтобы он у меня вот так вот пришился. Чуть-чуть будет в таком вот положении он, тогда и удобно будет кошечку сажать. Поэтому находим серединку, фиксирую иголочками. Вот так. И тогда кошечка вот в таком хотя бы положении, но она может сидеть. И вот буду пришивать именно так. Так, еще нам осталось вышить реснички и бровки. Беру я ниточку тоньше, чем у меня было, когда я носик вывязывала. Вот, где-нибудь здесь ввожу.
между рядами. Так, вывожу я здесь в угол глаза. Будем делать ресничку. Две реснички на одном глазу и 2 на другом. Примерно. Ввела я через ряд, вот ввела сюда, да, и на ряд выше через 2 столбика вывожу, 2 столбика пропустив, поднимаюсь через столбик наверх. Сейчас я проверю, через столбик или через 2 мне лучше выйти. Сейчас выведу через столбик. Нам надо вторую ресничку. Ну, значит, через 2 столбика наверх выводим. Так вот. И обратно возвращаемся. Это будет у нас такая вот ресничка. Не сильно ли длинно получается у нас? Вернем все, наверное, на ряд ниже, только ближе к глазу. Посмотрим, как так у нас будет. Все делаем на глаз, поэтому вот, в общем, я вывела через 2 ряда наверх и вернулась обратно. Вывела сюда, другому глазику. Теперь точно так же 1-2 столбика и на ряд в сторону, вверх, вернее, на ряд будет 1 ресничка, и на 2 ряда над ним будет 2 ресничка. Также вывожу обратно, откуда выходит 1 ресничка. Дальше примерно я приложу, как бы я хотела видеть брови. Вот, и на таком расстоянии тоже так, начало и конец глаза, да, такой длины, наверное, я сделаю. Вот здесь, это сюда и сюда. Значит, видим. Все это делается на свое усмотрение, как вы видите эти реснички, брови. Вот, прикладывайте, смотрите, как вам более симпатичнее будет казаться кошечка, так и делайте. Вот. Видим, значит, вот сюда. Где-то там я посмотрю, так или нет. Ну, я думаю, так у меня и будет кошечка. Вот здесь у меня получилось 1, 2, 3, значит, 1, 2, 3 столбика между. Три столбика длина бровей у меня. И как бы этот край ниже, через ряд 2 край вывела. То есть неровно сделала, да, немножечко под наклоном.
Все, теперь я вывожу нашу ниточку сюда, откуда вводила. Главное, чтобы не в столбик, чтобы можно было ее спрятать в голову. Все, сделаем здесь узелочек. Так вот. И эту ниточку также, видите, хватим и выведем. Спрячем. Теперь осталось нам пришить. Все, вот так вот у нас получилось личико у кошки, мордочка, да. Теперь пришить осталось нам бантик. Вот. Ну, там тоже можно посмотреть, либо на ушко пришить, либо рядышком с ушком. Там уже пришиваем бантик и одеваем платьюшко. Ну вот и все. Кошечка наша готова. Я еще украсила ей платьюшко таким цветочком, приклеила на клей для ткани. Вот такая вот кошечка у нас получилась с вами. Немножечко голову можно оформлять, носик, делать его поменьше. У нас здесь он получился большеватый, да, такой вот. Можно делать поменьше. Вот. Все это формируется уже на свой вкус. Голову, да, вот, реснички, бровки. Формируем каждый на свой вкус, как видит кошечку. Вот она может у нас немножко так вот сидеть. Вот. Такая вот миленькая кошечка у нас получилась.